Привет всем! Это канал Скрипофония, я Марина Лобанова. И сегодня мы посмотрим, играют ли на самом деле скрипачи в фильмах о скрипачах. Также разберем, мог ли Паганини играть на одной струне. Вот мы рассмотрим 3 фильма: Паганини, Великолепный век и Титаник. И в них во всех сейчас покажу вам сцены, где играют скрипачи, и расскажу, играют ли они на самом деле. Вы на канале Скрипофония, смотрите мои вредные советы, там много вредного. Сейчас вот я подготовила обычную скрипку и скрипку с одной струной, чтобы мы могли... Сейчас будем разбирать, можно ли играть на одной струне. Но перед этим посмотрим, действительно ли актер играл на скрипке. И сцена, сейчас посмотрим, где он играет на сцене как раз-таки на одной струне. Вот он берет скрипку, да, и сразу хочу остановиться. Он берет скрипку вот так. Если вы взяли скрипку вот так, вам придется играть смычком вот так. Как бы это, конечно, эффектно, но играть так невозможно, тем более сложные вещи. То есть он выдал себя с первой секунды. Ну, это просто неудобно для правой руки. Мы держим скрипку, так, микрофон. Мы держим скрипку оптимально для двух рук. То есть мы ее наклоняем так, чтобы было правой руке максимально удобно, да, и левая, чтобы у нас тоже сюда, зачем не выходить. Поэтому тут уже сразу стало понятно, но немножко еще посмотрим. Видите, показывает только зрителей. То есть сзади, если... А может быть, даже не он вводит смычку. Так, вот. Типа порвалась первая струна. Хорошо, смотрим. Дальше. Опять-таки зрители. Не показывают скрипача, который не скрипач. Вторая струна порвалась. Вот, и порвалась третья струна. И он продолжает играть каприз Паганини. Ну, свой, да, как бы каприз. И теперь попробуем. Вот у нас есть скрипка с одной струной. Эта струна ре осталась. И сейчас я вам покажу ноты. Вот это ноты каприса Паганини. Здесь вариации, тема и вариации. То есть первая тема, ее теоретически можно сыграть на одной струне, конечно. Я буду плохо играть, потому что я не Паганини. Но просто чтобы показать вам, что это можно. И вторая строчка. Вот она будет у нас здесь, это нота ля, второй октавы. И последней ноты нету. Нету этой ля на ре-струне, потому что ре это самая низкая, тут надо сыграть ля. Да, дальше первая вариация, она тоже, в ней как бы все ноты, которые есть на ре-струне, даже вот эта верхняя соль, какой-то там третьей октавы, вот у нас соль первой, соль второй и соль фи. Вот она здесь. Самая высокая нота в 4, 5, 6, 7 такте. Ну, слышите, как она звучит? Ну, конечно, это электроскрипка, но на обычной скрипке тоже это будет плохо. Теоретически, если у вас большие руки, вы очень прыгаете, можно сыграть первую вариацию, вторую можно, а в третьей у нас пошли двойные ноты. И, естественно, двойные ноты на одной струне вы не сыграете, да? Поэтому, если он там по фильму типа доиграл на одной струне весь каприз, ну, то это ерунда. Но еще, когда рвется струна, у нас отскакивают колки, а поскольку в колковой коробке все струны очень близко, то расстраиваются все остальные струны. И невозможно, такого не бывает, чтобы 3 струны отскочили, расстроились, а одна прямо как вот держится, даже не поехав ни капельки интонационно, да, ну, скорее всего, она расстроится. Ну, возможно, у него была она закреплена там очень хорошо, и она ни капельки не расстроилась, он на ней продолжил играть. Но, скорее всего, это такая легенда. Что-то он играл на одной струне, но, может быть, свое специальное произведение. Идем дальше. У нас «Великолепный век» играет мужчина на скрипке. Он играет очень вдалеке и буквально тут пару секунд, но его тут выдает мизинец вот такой, да, скрипачи не держат так правую руку. Вообще, как правило, в фильмах выдает правая рука то, что это не скрипач. Левая, ну, ты вот так вот держишь и держишь, что-то делаешь, вроде бы нормально. Постановка правой руки, на самом деле, занимает больше времени даже, чем левая, наверное. Здесь сразу видно, это не скрипач. Вот эта сцена заканчивается, и дальше переходим. Он играет сзади. Сзади, ну, это такой распространенный прием, сзади не особо видно. И вот теперь спереди опять-таки смотрим. Вот такой мизинчик. Все сразу понятно. И эта рука какая-то, она слишком мощная для скрипача. Такие пальцы у него
но тоже как-то они выглядят немножко деревянно. Ну, если бы с правой рукой было все нормально, по левой было бы непонятно. Ну, тут по правой понятно, что вот он ведет, вот так же меняет смычок. У нас обычно смычок, вот мы так его меняем, направление, да. Вот. Хорошо, поехали дальше. Тут еще девушка у нас есть. Что выдает девушку? У нее вот тут как раз-таки с пальчиками все хорошо. Но у нее вот такой мизинец здесь на левой руке и низкий локоть. Мы обычно, как я говорю ученикам, машем крылышками, поднимаем локоть повыше. Поэтому вот скрипачку выдает правая рука, низкий локоть. Так, мужчина опять пошел. Очень. Ага. Вот он посмотрел, так нет, так не играет на скрипке, не, так не играет. Явно поработал консультант. То есть видна работа, что они пытались сделать не просто так вот бери скрипку, делай вид, а кто-то им помогал, но они не скрипачи. Переходим к третьему фильму. Да, увидели, вот у него очень хорошая смена смычка, у него красивая вибрация, она не выглядит как-то неестественно, она абсолютно вот органична, пальцы все над струной. Это скрипач, да, скрипач, который по совместительству актер. Дальше второй присоединяется. Я даже тут не понимаю, он альтист или скрипач, у него ниже, наверное, вторая скрипка. Как он взял скрипку, сейчас посмотрим. Да, как человек берет скрипку, вот мы так берем скрипку, да, не так, не так, вот мы берем скрипку обычно вот так, максимально удерживая шейку и корпус, и сразу ставим пальцы все над струной, на правой руке все пальцы круглые. Вот это профессиональный скрипач так делает. Вот, он сразу вот поставил все, вдохнул. И контрабасист тоже сразу видно. Вот он поставил пальцы в позиции на струне. Он еще даже не играет, он куда-то смотрит, но у него пальцы готовы играть на своих нотах. Да, смена смычка, вот это внимание. Ну, я думаю, на самом деле просто играет на съемках. Конечно, озвучка была позже, но... Вот, и так разобрались. В 2 фильмах из 3 у нас были не настоящие скрипачи. Паганини мог играть на одной струне, но не все. Если вам это было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Скрипофония. Вот, и до скорых встреч. До свидания.